Есть момент, который знаком почти всем, кто живет в Испании. Когда разговор идет нормально, но вдруг в какой-то точке, когда вы общаетесь на испанском, вы просто теряете нить. Когда нужно что-то попросить, что-то уточнить, сказать, что вам нужно, или просто нормально отреагировать в разговоре. Потому что в реальной жизни все не держится на красивых правилах, а на очень конкретных глаголах, без которых вы либо звучите очень неестественно, либо просто не можете собрать фразу в одно целое. Сегодня разберем еще 5 испанских глаголов, без которых в Испании очень сложно находиться. Если в первой части мы говорили про базу повседневной жизни, то здесь же пойдет речь о другом уровне, о тех глаголах, через которые вы просите, объясняете, договариваетесь, реагируете и начинаете звучать гораздо естественнее. То есть это не просто слова, которые полезно знать, а инструменты, без которых очень трудно чувствовать себя уверенно в реальном разговоре. И начнем с глагола, без которого невозможно быть ни вежливым, ни гибким, ни вообще нормально встроиться в общение. Потому что как только вам нужно не просто сказать о себе, а обратиться к другому человеку, появляется именно он. Poder. Почему он важен? Это глагол возможности, разрешения и обычной вежливости. Через него вы учитесь говорить мягко, нормально, и именно он очень часто отличает речь человека, который просто строит фразы, от человека, который уже умеет общаться. Как он реально используется? Самая базовая и она же самая частая конструкция испанского языка – это конструкция poder плюс инфинитиво. Допустим, puedo entrar – можно войти, puedo pagar con tarjeta – можно оплатить картой, но puedo ir hoy. Я не могу сегодня пойти. Но дальше появляются вещи, которые звучат постоянно во всех бытовых ситуациях в Испании. Si puedes – если можешь, либо если сможешь. Также это может быть и в будущем времени. Puede ser – возможно, может быть. No puedo más – я больше не могу. И вот это уже не грамматика, а настоящая живая испанская речь. Где вы это можете услышать в Испании? Примеры фраз в магазине. Puedo probarme esto? В кафе. Puedo sentarme aquí? В повседневной жизни. Si puedes, me llamas luego. Типичная ошибка. Многие новички строят слишком прямые фразы. Например, вместо мягкого puedo пытаются говорить как-то жестче либо сложнее. Хотя в реальной жизни именно глагол poder делает речь более мягкой, вежливой, естественной. И что самое интересное, используя именно глагол poder, вы можете избежать использования других сложных времен. Поэтому это очень практично, если вы не владеете другими грамматическими временами испанского языка. Запомнили один глагол и уже все, можно общаться. Примеры. Puedo pagar con tarjeta? Могу оплатить картой? No puedo más. Estoy agotado. Я больше не могу. Я вымотан. Если poder помогает вам вежливо встроиться в разговор, то следующий глагол нужен тогда, когда жизнь становится чуть менее теоретической и в то же время более реальной. Когда вам уже не просто можно, нельзя, а вам действительно что-то нужно. Глагол necesitar – нуждаться в чем-то. Почему он нужен? Потому что это один из самых прямых и практичных глаголов испанского языка. Когда вы живете в другой стране, вам постоянно что-то нужно. Помощь, записаться куда-то, врач, документы, перевод, консультация, время и так далее. Если вы не умеете спокойно и ясно сказать, что вам нужно, вы, к сожалению, будете зависеть от обстоятельств намного больше, чем хотелось бы. Когда он реально используется? Самые частые конструкции – это necesitar плюс sustantivo. То есть, допустим, necesito ayuda – мне нужна помощь. Necesitar плюс infinitivo. Допустим, necesito hablar contigo. Мне нужно поговорить с тобой. Necesito pedir una cita. Мне нужно записаться. Где вы это услышите в Испании? В поликлинике. Necesito hablar con el médico. В офисе по документам, допустим.
Necesito este papel. В обычной жизни necesito descansar. Типичная ошибка — бояться этого глагола, потому что он кажется слишком прямым, либо наоборот, строить слишком сложные обходные конструкции. На самом деле necesitar — это очень простой и рабочий глагол. Вот еще пару примеров из жизни. Necesito ayuda con este informe. Мне нужна помощь с этим заключением, либо выпиской. Necesito hablar con Ángel un momento. Мне нужно поговорить с Ángel. Минутку. А дальше начинается то, что в учебниках просто обозначают как глагол «давать». В реальной жизни, в реальной испанской речи вы вдруг обнаруживаете, что этот глагол мы применяем в очень большом количестве различных жизненных ситуаций. И с ним образовывается огромное количество, целый мир живых выражений. Именно поэтому следующий глагол многие недооценивают. А зря. Глагол «dar» — «давать». Почему он важен? Потому что это один из самых продуктивных глаголов испанского языка. На бумаге он кажется простым. Dar — давать. Но именно через него в разговорной речи в испанском языке строится огромное количество устойчивых выражений, которые вы будете слышать постоянно. Как он реально используется? Например, dar una vuelta — пойти прогуляться. Dar igual — быть без разницы. Dar miedo — пугать. Dar pena — вызывать жалость. Dar tiempo — хватать времени. Dar la razón — признать чью-то правоту. И вот это как раз тот самый случай, когда один глагол закрывает десятки бытовых ситуаций и помогает свободно общаться с испанцами. Причем не на базовом уровне общения, а уже как опытный собеседник. Где вы это услышите? В разговоре с друзьями. Vamos a dar una vuelta. В споре. Te doy la razón. В повседневной жизни. Me da igual. Типичная ошибка. Пытаться переводить все дословно с этим глаголом. Потому что если вы переводите dar как только давать, половина таких выражений для вас будет звучать совершенно нелогично и, быть может, даже несуразно. Примеры из жизни, как вы можете его использовать. Me da igual. Decidid vosotros. Мне без разницы, решайте вы сами. В этом предложении я немного усложнила вторую часть предложения. Там я использовала именно императив, то есть указательное наклонение. No me da tiempo hoy. Я сегодня не успеваю. И как только вы научились что-то просить, объяснять и реагировать, появляется следующий уровень. Нужно уметь нормально входить в сам разговор. Не просто понимать, а говорить, уточнять, переспрашивать, реагировать, комментировать. И здесь без следующего глагола уже никуда. Decir. Почему он важен? Потому что все, что связано с речью, уточнениями, просьбами и реакциями, проходит через глагол decir. Это не только сказать, это еще способ внедриться в диалог. Как он реально используется? Decir que. Сказать что. Querer decir. Вот тут несколько значений. Может быть буквально как хотеть сказать, а может переводиться как означать что-то. Dime, скажи, либо говори. Te digo una cosa. Me dice que. Он, она говорит мне что. Como dice mi madre. Как говорит моя мама. И все это звучит постоянно в Испании. Вы это можете услышать в обычном разговоре. Te digo una cosa. Когда вас просят продолжить. Dime. Когда объясняю смысл. ¿Qué quieres decir? Типичная ошибка — воспринимать глагол decir слишком узко, только как сказать. Потому что в реальной жизни это еще и реакция, и уточнение слова. Примеры. Dime que necesitas. Скажи мне, что тебе нужно. No sé qué quieres decir con eso. Я не понимаю, что ты этим хочешь сказать. И есть еще один очень хороший глагол, который замечательно показывает разницу между знать язык по правилам и чувствовать, как он существует.
Потому что сначала он кажется простым, потом оказывается, что через него испанцы говорят про одежду, про время, про отношения, да и вообще про пол жизни. Глагол «llevar». Почему он важен? Потому что это глагол, в котором очень много реальной испанской жизни. Через него вы говорите, что на вас надето, что вы несете, сколько времени что-то длится, как вы ладите с людьми, как его можно использовать. Llevar ropa – носить одежду. Llevar плюс предмет – иметь при себе, либо нести что-то с собой. Llevar плюс время – уже сколько-то времени что-то делать. Llevarse bien или llevarse mal – ладить, либо не ладить. Llevar a alguien – отвезти, либо отнести кого-то куда-то. Например, llevo 2 años en España. Я живу уже 2 года в Испании. ¿Llevas efectivo? У тебя есть при себе наличка? Nos llevamos bien. Мы хорошо ладим. В быту вам могут повстречаться вот такие фразы. ¿Llevas las llaves? В разговоре про жизнь. Llevo 3 años aquí. В разговорах о людях. Nos llevamos no del todo bien. Мы не очень хорошо ладим. Типичная ошибка думать, что llevar – это только нести. Из-за этого многие, общаясь с испанцами, просто не могут узнать его и не понимают, что конкретно им говорят. Потому что в тех предложениях, скорее всего, этот глагол имеет совершенно другой смысл. Примеры. Llevo 2 años trabajando en esta empresa. Я уже 2 года работаю в этой компании. ¿Llevas efectivo o pagas con tarjeta? У тебя с собой наличные или ты платишь картой? И вот если посмотреть на эти глаголы вместе, становится заметно, что испанский язык строится совершенно не на умных, либо редких словах. Наоборот, это те вещи, через которые собирается нормальная повседневная речь. Не академическая, не экзаменационная, а та, которая вам нужна, когда вы живете среди людей и пытаетесь не выпадать из разговора. Если вы хотите не просто пополнять свой словарь, действительно начать говорить и понимать испанский в жизни, вы можете записаться ко мне на индивидуальные занятия, либо в наш разговорный закрытый клуб. Там мы как раз разбираем такие разговорные, живые конструкции. Не отдельно от жизни, а внутри реальных ситуаций, в которых они действительно нужны. Сохраните это видео, потому что к этим глаголам, поверьте мне, вы будете возвращаться еще много раз. И напишите в комментариях, какой из этих глаголов вы, как правило, слышите в жизни, а какой из них у вас до сих пор вызывает вопросы. Если вам откликается такой формат, подписывайтесь на этот канал. Здесь я делюсь новостями об Испании, а также объясняю испанский язык доходчивым языком, чтобы он работал в жизни, а не просто на бумаге или читая в учебниках. Новые видео выходят 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам, а в нашем сообществе я постоянно публикую слова и выражения, которые вам пригодятся на каждый день для жизни в Испании и которые можно сразу применять на практике. А на сегодня это все. До встречи в эфире. Hasta pronto.